Привет, друзья! Вы смотрите канал Алга Петербург. За этот год мы так привыкли к активности Димаша, что отсутствие новостей о любимом артисте наводит на нас хандру. И мы с жадностью пересматриваем старые записи и концерты, коротая время в заточении. Сегодня решил сделать обзор всех сольных концертов Димаша за год, чтобы понять, почему от их просмотра на душе становится теплее. Первый сольный концерт Димаша в России состоялся в Москве год назад, на праздник Наурыз. Прошло чуть больше полугода с момента первого выступления артиста на «Новой волне» 2018. Димаш выступил там по приглашению Игоря Крутого в качестве специального гостя. И вот уже в конце марта Димаш собирает два сольных концерта в Кремле. Билеты расходятся как горячие пирожки. Это абсолютный успех. Вся Москва и весь российский шоу-бизнес открыл для себя певца, чьи возможности и одаренность на столетия опережают время. Следующий сольный концерт состоялся уже на родине Димаша в Казахстане. Астана впервые стала свидетелем нового шоу для мирового тура артиста под названием «Арнау». И здесь исполнителя ждал оглушительный успех. Стадион на 40 тысяч человек начал заполняться задолго до начала концерта. Люди ночевали под стенами стадиона, чтобы занять самые лучшие места у сцены. Поклонники уникального голоса приехали со всего света и были счастливы обрести новых друзей, чтобы спеть с ними на концерте песни на самых разных языках. В тот вечер Димаш доказал, что музыка не имеет границ. Сольный концерт Димаша в Петербурге собрал уже добрых друзей, которые ждали этой встречи с нетерпением. Тогда и поползли первые слухи о Димашомании. Люди начали замечать, что, побывав на концерте Димаша однажды, невозможно остановиться. Ты начинаешь искать возможность делать это снова и снова. Концерт в Петербурге стал главной репетицией перед грандиозным шоу в Америке. Но концерт в Ледовом дворце трудно назвать репетицией. Концерт получился зажигательным, душевным и долгожданным. Увидели крутые спецэффекты, спели любимые песни, пообщались с любимым артистом. Жаль, не успели подарить все цветы и подарки лично в руки, но это уже совсем другая история. Пятым сольником Димаша за прошедший год стал грандиозный концерт в Нью-Йорке 10 декабря 2019 года. Одна из самых титулованных площадок Америки, Barclays Center, стала свидетелем шоу мирового уровня. Американцы и гости страны не только познакомились с казахской культурой, но и стали частью семьи Диарс. Димаш весь вечер свободно общался на английском языке, создавая непринужденную атмосферу. Уровень шоу оценили даже работники центра, сравнив выступление артиста с топовыми звездами американского шоу-бизнеса. Подтверждением стало размещение фотографий с концерта Димаша в холле Barclays Центра наравне с великими артистами, также некогда выступавшими на этой сцене. Продолжение тура Димаша состоялось мощной серией концертов сразу после новогодних каникул. Краснодар, Казань, Екатеринбург. Все три концерта прошли на высокой энергетике. На концерте преобладала атмосфера любви и взаимного доверия. Димаш был полон сил и радовал всех не только своим сильным голосом, но и расширением концертного репертуара, в который попала долгожданная песня на китайском языке «Война и мир». Эта песня стала еще более ценной для всех Диарс, так как перед ее исполнением Димаш говорит золотые слова, идущие от сердца. К слову, нужно сказать, что это первые концерты без участия китайских фанатов, которые всегда посещали выступления Димаша целыми делегациями. За этими концертами все следили с нетерпением, ожидая новой встречи с артистом. И уже не важно, что программа была доподлинно известна. Люди с жадностью пересматривали все фанкамы народных репортеров, каждый раз находя для себя сюрпризы. Димаш находил в себе силы удивлять зрителя. Это мог быть новый сногсшибательный образ или пронзительный вокалист, уносящий в космос.
Апогеем стали концерты в Риге, Москве и Киеве. Год спустя артист вернулся, но на этот раз, чтобы покорить стадионы. Димаш на этих концертах показал себя не только как профессиональный певец, но и как большой артист, который способен удерживать внимание зала, заполнять паузы интерактивным общением и создавать атмосферу праздника на долгое время не только у очевидцев концерта, но и миллионов слушателей, следящих за творчеством артиста с помощью глобальной сети интернет. Самый крупный закрытый стадион в Москве буквально визжал от восторга, а песня «Подмосковные вечера» стала настоящим сюрпризом для всех Диарс. Дворец спорта Киев также ждал сюрприз. Песня «Чернобривцы», исполненная Димашем на украинском языке, стала настоящим украшением вечера и знаком уважения к стране, которая одна из первых признала талант исполнителя 8 лет назад на международном конкурсе «Восточный базар-2012». Подводя годовой итог сольных концертов Димаша, невозможно не заметить одну деталь, проходящей красной нитью через все выступления артиста. Это умение объединить людей разных возрастов, взглядов и национальностей. А еще сделать так, чтобы им захотелось спеть, иногда даже не на родном языке. За 2 часа артисту удается объединить вокруг себя стадионы и создать атмосферу, пережив которую люди помнят ее на всю жизнь. Концерты Димаша временно приостановлены, но их тепло до сих пор согревает нам душу. И я уверен, что совсем скоро тур Арнау снова продолжится. Алга Димаш. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.